Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз на ближайшие дни с 10 по 20 февраля. Давайте узнаем, что вас ждет, что прояснится, что вас удивит или будет неожиданно. И вначале мы достанем три карты, как три знака судьбы, как секретная карта. Давайте раскроем секреты, да заглянем с вами в будущее. Ох, вот смотрите, тут как интересно, не успела сказать, давайте заглянем в будущее. А нам тут говорят о какой-то истории прошедшей, которая вас точно уже не устраивает, куда вам идти не хочется, с кем вам взаимодействовать не хочется, где вам, ну, как-то и мало что неуютно, так и непонятно. Но, может быть, для кого-то из вас это тот сюжет, почему-то, да, готов уже как будто человек вот именно изящно завершить. Но много сбивчивой информации, что-то вас останавливает или кто-то. Ну, вот давайте откроем эту секретную карту. Ну, вот, может быть, для кого-то это подсказка, как то, что сейчас резонирует с вами, о чем вы сейчас думаете. Вроде собрались куда-то, да, но вот так приостановились, потому что есть то, что, может, у нас такой расклад с вами будет получаться, что либо вы видите в чем-то подвох, или кого-то, чью-то как неискренность, чьи-то манипуляции, или можете предположить именно в последний момент, что со мной могут как будто играть, вот такой пункт. Или, ну, то, что я себе там нарисовал в ментальности, совсем не обязательно, что в жизни будет именно так. Может быть, вы столкнулись с тем, что вы узнали о каком-то обмане, о какой-то напрямую нечестности, и вы уже перестаете доверять и понимаете, нет. Вот, может быть, даже ваши планы зависели от того, что вы видели взаимодействие, взаимопомощь с каким-то человеком, а здесь вам приходит информация или ваш собственный инсайт, что нет, дружок, тут как-то все неоднозначно. По крайней мере, это то, что действительно может занимать ваши мысли. Вот интересно. Очень интересно. Ну-ка, давайте узнавать. А что это такое? Три знака судьбы. Пусть нам расскажут, покажут. Может быть, как сфера жизни, правда? Где это у вас такой пункт? Итак, что ждет? Ну, давайте мы уже конкретные вопросы. Мы спросили, что вас удивит или будет для вас неожиданно. А что прояснится? По основным сферам жизни. И первое, что ждет личная жизнь, любовь, в целом взаимоотношения возьмем, ну, эмоциональный фон, да? Что ждет в доме? То есть что ж в доме, мы спрашиваем. А что в работе, в учебе, в каких-то новых планах, направлениях, согласованиях, встречах? И что ждет в деньгах? С 10 по 20. Итак, первый знак судьбы. Откроем эту секретную карту. У вас сильная позиция. Вот говорят, дели надвое, да? И нам тут надвое лицо поделено. Половина лица девушки львиная грива, а всегда мы знаем, что лев – это прообраз нашего эго. Что-то мы хотим осуществить, и вы эту силу можете чувствовать. Но это карта критического мышления. Есть какая-то действительно тема. Вы люди интуитивные, в последний момент вас могло что-то остановить или заставить передумать, да, какую-то прежнюю конфигурацию или последующую конфигурацию. Конфигурацию того, куда вы собирались, намеревались поехать, пойти, перейти, может быть, у кого-то работа, у кого-то отношения. На что-то уже согласиться, взять на себя ответственность. Тут вот, понимаете, самые разные могут быть вопросы, потому что старший аркан. Но вот именно теперь надо обдумать. Причем так, критическим мышлением. Но у вас так или иначе сильная позиция. Давайте следующий знак судьбы, может быть, есть взаимосвязь. Королева жезлов. Но может быть конкретный человек, не обязательно, что это королева, по полу мы карту не рассматриваем, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец или имеет там асцендент. Нам действительно чего-то не договаривали. Черный кот, и вот именно есть такой человек, или сам по себе, тут даже не гороскопы, а именно как номинация человека, его энергия. Черный кот говорит о том, что да, тот человек, который, может быть, заслуживает уважения, может быть, мы даже его любим, или у нас есть с ним взаимодействие, но у него-то был сложный путь, и его это научило жить по своим правилам. И первое его правило – никому ничего не обещай и не говори, и где-то не давая себе много информации.
Поэтому вот правда у кого-то все те карты, которые перевернулись. Вы, мои дорогие рыбы и рыбки, узнали какую-то информацию, и у вас меняется восприятие или представление о чем-либо, или конкретно о ком-либо. Человек чего-то не договаривал. Или, может быть, когда вы понимаете, что определенный человек вам не придет на помощь, а вам она может пригодиться, у вас сильная позиция. Или вы будете думать, может быть, надеяться на какого-то человека, а в итоге, ну, где-то вы тоже, опять же, не можете просчитать, каковы будут действия этого человека. Давайте достанем, с чем это связано, дополнительную карту. Вот какой-то тандем. У кого-то буквально любовь, у кого-то личная жизнь, у кого-то, может быть, просто даже, да, мы говорим, союз. Союз тот, который, ну, как партнерские отношения, может быть, и в бизнесе, да, или в работе, вот что-то тут такое есть. Но вот королева жезлов все же она живет немножко по своим правилам, как бы сама по себе. Она правильно умеет распоряжаться деньгами. Но вот, может быть, вы тут вам нужно с кем-то даже договориться, может быть и так, как будто вот эту дипломатию провести, или для вас это будет очень важно, заручиться, может быть, чьей-то поддержкой, может быть, это какое-то было взаимодействие, правда, смотрите, у кого-то страстная любовь, почему нет? Там буквально союз такой. Смотрите, для вас, мои дорогие мужчины, это может быть та женщина, с которой хочется жить, быть. Она обладает магнетизмом. Ну, пусть даже по гороскопам, да, мы уже не смотрим на это. То есть именно желание, да, и магнетизм на первое место выходит, мои дорогие девочки. В отношении вас это к вам кто-то проявляет знаки внимания. Это вы кому-то желанны. Вот это я тоже допускаю. Но тогда карта вам будет, королева жезлов, давать совет, что нет, а ты будь все равно немножко на своей волне. Но и договариваться придется, и все равно какой-то выбор вам придется делать. Старший аркан. Я допускаю, что у кого-то эта ситуация вот договоренностей или правильного сотрудничества сложится именно по работе, по учебе, по вашим планам, по новым каким-то вообще вашим интересам, да. Но есть все равно тот пункт, когда есть ваши эмоции, желания, а есть конкретика на злобу дня или вот это рациональное мышление, критическое мышление. То есть есть то, что, ну, тут не совсем с позиции эмоций. А что это такое? На что обратить внимание? Ого! У кого-то отношения по судьбе, у кого-то какая-то судьбоносная, может быть, даже история, знаете, как и она связана именно с построением траектории на будущее, с вашим статусом. И где-то по работе тоже все же аркан иерофант. Для кого-то из вас это обучение будет, да? Когда вот нужно чему-то научиться. Может быть, получить какой-то документ. Пока документ не получу, вроде как и статус не могу менять, или у меня пока, ну, ресурсов как будто не хватает, или бумаги какой-то не хватает. Вот интересно, а что же, ну, иерофант, это, знаете, вы не случайно проходите этот жизненный этап. А что по королеве жезлов? Нам тоже говорят: "Не спеши", вот как будто. И я должна сказать, знаете, тут в каком плане не спеши? Это не значит, что мы все оставили и сидим бездействуем, ни разу. Ведь эта карта говорит о каком-то проекте, за которым вам еще нужно ухаживать или действительно что-то доизучить. И планетарно, моя последняя статья, "Волшебный мост между прошлым и будущим". Вот перейдите на мой сайт, прочитайте. Там, да и другие статьи тоже. Так вот, планетарно февраль месяц у нас не тот месяц, когда мы быстро что-то рвем. Когда мы уходим откуда-то, допустим, работа, да, хлопнув дверью. Нет, вот этого не рекомендуется. Или когда мы рвем отношения. Вы, понятно, что вы можете принимать решения, но вот пока это требует решения еще доработки, какой-то правильной конфигурации. Когда мы что-то рвем, ломаем, и нас изнутри точно так же рвет и ломает. Мы потом начинаем сомневаться, а может так, а может эдак. Вот вам нужно довести что-то очень здраво до единого знаменателя, когда и волки сыты, и овцы целы. Или когда это по традициям, по законам. Или когда это оформлено как-то правильно с документами. И, видимо, пока это произойдет, у вас сильная позиция. Тут вам именно по судьбе может быть, ну, вот какая-то история, какой-то сюжет. Именно потому, что тут еще
что-то вами не просчитано до конца, как будто еще нужно какой-то или нужен какой-то период для того, чтобы мы вот как выросли из прежней ситуации. Она еще пока не завершилась полностью. Может, вы думаете, вы завершили, а другой человек не завершил. Или вы пока не видите, у вас много старших арканов. Из 6 карт 3 старших аркана. Вы можете также не видеть те события, которые скоро произойдут, и внешние события. И кто знает, может быть, потом вы себе скажете спасибо. Третий знак судьбы. Да. Дружба какая-то продолжается. Может быть, это даже, знаете, решение, ну, по части личной жизни была дружба, а теперь аркан Иерофант. Вы готовитесь к вступлению в брак, кто-то к венчанию, да, или когда вы можете задуматься о каком-то совместном проекте, пусть это бизнес, семейный бизнес для семейных пар. Тут что-то будет продолжено, мои дорогие, в добром ключе. И у нас, в принципе, февраль– время строить правильные связи, и социальные в целом, и точно так же и в личной жизни правильной конфигурации. Вот правда, тут вы можете даже себя поблагодарить, если на какой-то момент мы как остановились на полдороги. Именно потому, что еще как будто ухаживать надо за этим проектом. Что вас удивит или будет для вас неожиданно? А вот и правда, вы что-то узнаете или какая-то правда, или вы сами смените направление в своих жизненных сюжетах. Раньше вы себе один план выстроили, здесь вас может заинтересовать что-то другое, или пусть как дополнить ваши знания, или вы случайно как какой-то инсайт, мои дорогие, как идею какую-то узнаете, услышите, вас она посетит, и вы понимаете, даже у кого-то так, я куда-то не пошел, ну так, в целом скажем, и слава богу, вот у кого-то и так ведь будет, мои дорогие, правда? И вас это будет удивлять. Почему же я остановился, а вам необходима была эта остановка? И, может быть, для вас неожиданно, вы уже какой-то план себе нарисовали в мыслях, а может быть и на бумаге, а нам говорят, подожди, у тебя все равно скоро будет тот пункт, как X, когда тысячи дорог сойдутся в одной точке. То есть вы понимаете, зачем все это было нужно. Это карта доброй трансформации. Поэтому не бойтесь, если за каким-то проектом или вот какое-то дело на лад быстро вот не идет с прогрессом, так, знаете, стремительно. А у нас время сейчас такое. Нам нужно с чем-то разобраться. Февраль, месяц ясности. Помните об этом. А что же прояснится? Ну, шаг за шагом тут что-то прояснится. Правда, вы перемените, может быть, даже как методы. Перемените или измените направление некоторое. Вы можете, именно больше касается инсайта, потому что по этому аркану, пусть не в этой колоде, это не случайные случайности. Кто-то узнает информацию дополнительную. Может быть, она придет не с 10 по 20, а именно позже. Вот вы, и еще раз повторюсь, скажите себе спасибо, что куда-то вы либо не поспешили, или с чем-то вы не погорячились. Ваша задача сейчас– стабильность, мои дорогие. Стабильность и ясность. Предоставьте судьбе сложить для вас более счастливую палитру. Наблюдайте, анализируйте, что-то изучайте, составляйте себе планы, план А, план Б, план С, потому что скоро будет буквально какая-то новость, и это для вас как новая точка отсчета. Любовь, личная жизнь, возможности. Правда, не исключаю, что для кого-то из вас совместный проект, может быть, даже в личной жизни. Или получение какой-то важной бумаги, документа, совместное решение, мои дорогие. В этом тоже есть что-то. Вот смотрите, нам показан, ведь это карта шанса, возможностей. Или когда вместе мы смотрим на личную жизнь, да, или пусть вы один или одна – тогда вы тут тоже какую-то конфигурацию именно на будущее уже закладываете, как зернышко. И здесь нам дерево растет, да, а человек ухаживает за этими корешками, буквально растит денежное дерево. Оно начинается все зернышко, и зернышко уже дает какой-то росток. Вот поэтому, может быть, нам и говорят, подожди, дай вот этим корешкам оформиться. Дай немножко подрасти твоему проекту, окрепнуть. Может быть, вам самим нужно окрепнуть, и для этого будет, ну, это так условно, аллегорически говоря, и для этого еще нужно будет собрать какую-то дополнительную информацию или некоторые прежние свои позиции прояснить, укрепить, стабилизировать, одним словом.
Вот тут все на стабилизацию и ясность. Но это касается очень добрые карты, кстати, и аркан влюбленные. Тут и по аркану сила, тут ведь тоже иногда тоже проходит такой момент, как страстная любовь, да, вот особенно с королевой жезлов. Мы хотим в нашей паре что-то создать. Или мы вместе хотим куда-то поехать, отправиться, путешествовать. Тут у каждого свое. Но, может быть, именно сейчас старт невозможен. Тогда нельзя хоронить мечту, наоборот, не отказываться. Ну, записывать свои мечты, мои дорогие, или свои мысли, потому что тут что-то очень важное приходит на ум. Но потом, перечитав, вы скажете себе спасибо, поверьте, вы еще вернетесь, но с новыми силами и с новыми возможностями к какому-то своему проекту. Что в доме? Король жезлов. Ну, правда, в доме, вот королева жезлов, король жезлов. Могут эти карты быть сигнификаторами пары, когда у одного свои планы, у другого у человека другие планы. Причем это люди где-то на одной волне. Они умеют смотреть в один горизонт. Но, может быть, как что касается работы, творчества, тут немножко у каждого по-своему. Это двое сильных людей, которым не всегда просто договориться, тем не менее, да? Может быть, это для вас что в доме, а именно вопросы пары и самого дома. Когда вы можете узнавать какую-то информацию по дому самому, да, как стенам. И тут у каждого по-своему. Кто-то хочет поменять жилье, кто-то ищет, может быть, аренду, кто-то, наоборот, из арендного собирается покупать, да, или продавать и покупать. Тут у каждого что-то свое. Но и, может быть, эти диалоги как раз по части жилища или последующего места пребывания вам придется прояснять. Но эта карта говорит о том, что нестандартное какое-то решение по части дома у вас тоже может быть. С чем это связано? М. Вы знаете, тут не скажешь, что все подряд как будто пойдут менять жилье, но, видимо, у кого-то может сработать тот момент, когда либо работа требует того, чтобы вы находились в определенном месте, местности, и для кого-то это может быть переезд. Для кого-то это будет работа на дому, мои дорогие. Вы будете организовывать буквально свою жизнь в другом ключе по аркану император, работа на дому, организация собственной жизни, организация рабочего места от начала до конца. Мне нужно все поменять. Вот так. А для кого-то из вас это будет просто касаться пары. Или, важных каких-то согласований, потому что аркан император — это высокие инстанции, куда вы тоже можете отправляться, чтобы, что-то узнавать, подписывать, может быть, какие-то договоры, соглашения. У каждого по-своему. Ну и нам придется учитывать закон. Ладно, что по части достижений, что ждет? Что-то вас тут будет радовать по части достижений. Да, может быть, этой радости будет много, или она будет разрозненная. Вдохновение вообще у вас, правда, есть какой-то проект, который вас вдохновляет, но он еще подлежит, э, ну, некоторому пересмотру, потому что эта карта только о вдохновении, хорошем настроении, о том, что, ну, у нас, в принципе, дела вроде как идут в гору с учетом остальных карт. Но само по себе вдохновение не означает длительного продолжения, длительной дистанции. Вдохновить на что-то может вас, мои дорогие, но следует продумать вот последующие шаги, чтобы не было каких-то ляпсусов. Все же тут не строить что-то на эмоциях, а наоборот, сделать так, чтобы эти эмоции вас поддерживали и вдохновляли. Видимо, наши мысли — это где-то одно, настроение — это одно, но возвращаться к реальности, по-видимому, вам придется. Так что же это в работе, что в учебе. Ну, вот эмоции опять же, да? Ну, эмоции эмоциями, вам что-то нравится, а у кого-то и правда работа может быть на дому, иногда аркан Луна, а для кого-то неожиданное известие. Известие, причем почему работа на дому? Кто-то, мои дорогие девочки, вот буквально может из вас искать работу, деньги, потому что именно в деньгах нужен правильный баланс. А я жду ребенка, но перекладывайте на себя, если это соответствует по возрасту и поставленным целям. И мне тогда нужна именно какая-то подушка безопасности финансовая, мне придется это совмещать. И кто-то начнет вот именно искать, чем же я могу заниматься. Может быть, это какие-то первые шаги. Потому что карта будет говорить о том, что вы будете либо на дому, либо вы какой-то проект
за которую вы захотите взять, или как это продвижение какое-то, удаленная, может быть, работа, или пусть это будет с вашим даже привычным видом заработка связано, но тут тоже какую-то конфигурацию как будто следует сменить. Мои дорогие мужчины, может быть, это вот вы в вашей паре будете тоже продумывать, потому что какая-то история вас, ну, как будто заставляет быть больше дома. Вот я тут это тоже не могу исключить. Поэтому слушайте свою интуицию, ведь это карта интуиции, а вы более чем. Рыбы мудрые, правда, даже дети. Рыбы все знают, поэтому доверяйте себе. У нас время такое сумбурное, сложное, когда не входит ни под каким градусом понимания того, те события, то, что происходит вокруг. А вот как раз пусть оно в понимание материальное не входит или в логику, а интуиция вам будет давать правильные подсказки. И это на ваше продвижение, достижение, работу и обучение, на какой-то прогресс. В деньгах, ну вот все то, что я говорила. Недовольны мы тут деньгами, нам хочется другого эквивалента. И, наверное, уже не буду повторяться, потому что это где-то карта подразумевает то, что нам, ну, мы уже что-то задумали, а потом оно так не пошло. И вот мы так немножко сели и пригорюнились, почему-то не идет. А вообще ведь нам говорят, что рядом с тобой есть какой-то шанс. Ты его не видишь, ты куда-то не туда смотришь. Какой-то ты девушка, она вообще куда-то в сторону глядит, и даже непонятно, где, на чем она фиксирует взгляд. Вот чего-то вам не прошляпить надо. Вам как будто вот если даже что-то становится на паузу, вам этот этап дается для того, чтобы вы тут что-то прояснили, изучили или увидели новые возможности или новый проект. Может быть, кто знает, высшие силы от вас отводят даже то направление, куда вы собирались, а вам туда не надо. Правда? Вот смотрите. У кого-то конкретно по деньгам. Работа в интернет, мои дорогие. Работа связана с психологией, мир, да, мир, гармония, взаимодействие с людьми. Вот на этом вы можете сделать деньги. Для кого-то пусть это будет изучение языков или освоение каких-то новых цифровых, может быть, технологий, ресурсов, систем, мои дорогие. Это ваше все. Но здесь сам по себе это именно карта, когда итог, да. И поэтому итог, я тут вижу, вы к какому-то итогу все-таки придете. И, может быть, по деньгам как раз вы увидите вот эту возможность, она как будто с вами рядом. Вот у вас есть что-то, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, вот рядом с вами, или это ваши какие-то способности, таланты, умения, которые нужно переложить на какой-то такой проект, который может быть связан или с интернетом, или с расстоянием, или взаимодействием со всеми, вот с людьми, вот вашу способность договариваться или способность слышать оппонента. Ведь ваша интуиция, опять же, аркан Луна рядом, и это на достижение. Только вы можете прочувствовать особенно как-то без предвзятостей собеседника. Он еще рот не успеет открыть, рыба уже знает, что он сейчас скажет. И вам вот именно ваши таланты как-то надо увязать, потому что они вам могут приносить очень хорошие деньги. Может быть, для кого-то эта подсказка имеет смысл услышать и задуматься. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. Я вас люблю, это правда. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, буду вам искренне рада. А я вас люблю и будьте счастливы, вы и любимый всегда.